Привет! Это минимальный MacBook Pro на чипе M5. Mac, который вы просто берете и забываете про обновление железа на следующие лет 5. Тут и поработать можно, и в игры поиграть тоже получится. И вы можете здорово сэкономить, если возьмете вот ровно точно такой же Mac, но только на чипе M4. Потому что обычный пользователь никогда не заметит различия между чипами M4 и M5. Да, M5 быстрее, там и чип быстрее, и память, но сама Apple понимает, насколько разница минорна в сравнении с M4, и на сайте сравнивает его только с M1. Но если вы уже решили брать себе прошку на M5, обязательно посмотрите, для какого она региона. Да, комплектация у нас на первый взгляд обычная, даже обои на коробочке у нас не изменились. Внутри также Mac, кабель в цвет Mac и бумажечки, но в версии для ES с этого года базово нет блока питания. И это не значит, что Apple у нас овер-жадная компания. Это, конечно, так, но в ES причина не в этом, а дело в их законах. Дело в том, что пользователю нужно давать возможность купить Mac без адаптера питания. Вот такой вот странный закон. Мне кажется, там в ES не особо понимают, что для того, чтобы работать на Mac, ему нужен адаптер питания, но, в общем, это не суть как важно. Главное для вас, что на европейских сайтах Mac на самом деле подешевел на 100 евро, а блок обойдется вам где-то в 65-70. И по итогу вы даже немножечко сэкономите. Но, выбирая Mac в России, это совершенно не так. И тут очень важно уточнять, для какой страны ваш Mac. Потому что если на каком-то соседнем сайте вы видите, что там точно такой же MacBook, но на 10 тысяч подешевле, вы уточните. Может быть, это минимальная комплектация из ES, у которой в комплекте нету блока питания, а он вам понадобится. Визуально тут все так же. Два цвета, Space Black и Silver, базово в Россию приезжает английская раскладка, и в Big Geek можно сделать гравировочку бесплатно. А вот заказать сразу русско-английскую тоже можно, но только через сайт Apple. Спойлер, в Россию не возят. База имеет 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт постоянной памяти, и это абсолютно золотая комплектация. Вот больше вам не нужно ломать голову, оперативочки добавить или памяти добавить. 512 на сегодняшний день за глаза, для рабочего инструмента абсолютно. SSD себе возьмите внешнее и вообще радуйтесь, тут 3 Thunderbolt 4. В общем, объективно, это самая лучшая комплектация, которая в принципе у нас была еще и в прошлом году, так что тут ничего прям нового. Базовый блок питания для всех, кроме ES 70 Вт, также более чем, к нему, кстати, Big Geek еще дают переходничок бесплатно. 3 порта Thunderbolt 4, и можно одновременно подключать 2 монитора на 60 Гц. Все это при открытой крышке. В остальном, слот для SD-карт, порт HDMI с поддержкой 8К и все тот же прекрасный экран с пиковой яркостью в 1600 нит, но только в HDR видео. И 1000 нит доступно в обычном SDR контенте, который вы, собственно, сейчас и смотрите. И на деле это настолько много, что я на своей основной прошке яркость на максимум вообще никогда не выкручиваю, ну потому что это уже перебор. А еще вы можете заказать комплектацию с нанопокрытием, которое я лично настоятельно рекомендую. Это не матовая пленка, покрытие хоть и приглушает цвета, но не так сильно, как вы думаете. При этом бликов не будет, и работать с таким маком намного приятнее. Я сам на таком работаю, нанотекстурное покрытие у меня есть на основном iPad, я бы нанес его и на iPhone, максимально советую. Ну и все так же у нас дисплей с островом. Фронтальная камера, никуда из него не делась, тут также 12 мегапикселей, и мой вам совет. Возьмите вот такой вот адаптер. С ним вы можете прикрепить на крышку вашего Mac ваш iPhone и использовать как фронтальную камеру основную камеру от вашего iPhone. WhatsApp, FaceTime переключаться будут абсолютно автоматически на эту камеру, и лучшего качества вы никогда не получите. Но это, безусловно, не то, ради чего мы здесь с вами собрались. Главное, это прирост в его производительности. Причем, что в одноядерном тесте, что в многоядерном, он есть. M5 прибавил по 15% относительно M4. В тесте SolarBay он показывает себя на 43% быстрее, чем прошка на M4, и на 63% быстрее в тесте SolarBay Extreme. Чтобы нагрузить этот Mac, нужно достаточно постараться, и на самом деле, кроме стресс-тестов, вы вряд ли что-то еще сравнимое найдете, но, как всегда, запустим Cyberpunk. Здесь также есть встроенный тест, и с трассировкой лучей прирост FPS тут также заметен. Без трассировки лучей количество FPS также заметно подпрыгивает, но в целом 10-15 FPS. Достаточно ли это, чтобы вы решили перепройти Cyberpunk, я не уверен. Но
Для тех, кто обновляется с чипов на Intel или там с чипа M1, это безусловно приятно, потому что раньше игр на Mac вообще не было, если они и были, то шли, ну, так себе вяленько. Теперь, если вы еще и включите генерацию кадров, то вообще сможете поиграть с удовольствием. Безусловно, я не говорю, что кто-то будет перепроходить Киберпанк, но в принципе у нас есть и инструменты, которые позволяют запускать игры с Windows на Mac. Про них я делал уже отдельное большое видео, и в принципе это вполне себе рабочий инструмент. В памяти он также стал быстрее. Вот вам Blackmagic Raw Speed Test. И он показывает, насколько быстро Mac справляется с тяжелым 8К видео. И тут мы видим прирост в 30%, но тоже относительно прошки на M4. Быстрее чип, быстрее память, и на этом, собственно, все отличия. В общем и целом, это оптимальный по комплектации и размеру Mac. Удобно носить с собой, аккумулятора легко хватает на рабочий день, но дело в том, что Apple не просто так выпускает его сейчас и не выпускает даже 16-дюймовую версию. Apple это делает, чтобы все восхищались тем, как базовый Mac в минимальной комплектации стал еще быстрее в одноядерном тесте, еще быстрее в многоядерном тесте. Все это классно, все это здорово, но даже игра, на которой Apple демонстрирует его возможности, выйдет только весной следующего года. И одновременно выйдут вариации M5 Pro и M5 Max. Не знаю, но это ежегодный хайп. Объективно, 80% аудитории хватит Air на M4. Для тех, кто работает, кому нужна производительность, для вас есть прошка на M4 или M4 Pro. Обновляться на M5, ну, я лично не вижу уже никакого смысла. У нас настолько высокий прирост производительности, что, ну, как бы запас даже производительности, а не то, что ее прирост, он-то как раз-таки не сильно большой. Я не знаю, кому это нужно. Если вам это понадобится, возможно. Да замечательно. В Европе так вообще классно. За те же деньги у вас просто каждый год Mac мощнее. Но у нас все обстоит совершенно не так. И поэтому, если вы за рациональное потребление, то возьмите себе M4 Pro или там M4 Pro чип или прошку на M4 и, в принципе, радуйтесь. На мой взгляд, Air на M4 сегодня абсолютно хватает. Ну, это действительно замечательный Mac, будем пользоваться. Спасибо, что досмотрел это видео до конца, подписывайся на канал и ставь лайк этому видео. С тобой был Сергей Романцев, пока!